Что сегодня важнее? Человек, человеческий капитал или субъектность, человеческий потенциал? Искусственный интеллект создает бесконечное количество новых рабочих мест. Вот нас окружал физический мир, будет окружать киберфизический. Понимая глубоко окружающий мир, мы будем его настраивать, меняя в этом процессе экономическую систему. Мы должны, конечно, выращивать такое поколение супертворцов, которые не сдаются искусственному интеллекту, а умеют его укрощать и вместе с ним создавать что-то принципиально новое. Ради, конечно, великой задачи выживания человечества. На длинном историческом горизонте следующее поколение, они умнее, лучше, сильнее. Можно отнестись к человеку как к ресурсу для какой-то задачи, а можно как к субъекту. А какие-то задачи вообще у человека заберут, и ему не придется делать. Очень хорошо помню момент, когда компьютер стал впервые обыгрывать человека в шахматы. Прям стабильно. И в этот момент все стали говорить, ну все, понятно, теперь все, никто в шахматы играть не будет. Но потом посмотрели и поняли, что появление мощного компьютера-шахматиста вообще никак не изменило расклад сил. Вот никак. Вот те, кто умел играть, они вот те же там на вершине и остались. Просто они стали пользоваться компьютером и искусственным интеллектом уже сейчас как помощником. Поэтому роль человека вряд ли уйдет, и там искусственный интеллект точно все не заберет. Но при этом встает вопрос, а сохраним ли мы свою субъектность, если за нас начинают принимать основные решения, говорят, что покупать, подсказывают. Вроде бы это подсказка, а вроде уже и вмешательство в свободу воли. Вот, Дмитрий, наверное, вопрос к вам. Что сегодня важнее? Человек, человеческий капитал или субъектность, человеческий потенциал? Открытый диалог. Международный проект, который объединяет экспертов, аналитиков и людей со всего мира, чтобы вместе понять, куда движется человечество. Доклад второго цикла проекта посвящен ключевым мегатрендам, которые уже меняют мир. Авторы фиксируют слом прежней модели глобализации, трансформацию финансовой системы и стремительное технологическое развитие. Демографические изменения и новые технологии меняют рынки труда, общественные институты и само понимание суверенитета. В новой реальности главным ресурсом становится человеческий капитал, способность человека учиться, адаптироваться и раскрывать свой потенциал. Но любой прогноз – это не окончательный ответ. Это приглашение к открытому диалогу. Количество шахматных партий в мире за единицу времени за последние 10 лет выросло в сотни и тысячи раз, которые играют людьми. Мне кажется, самый такой яркий ответ на ваш вопрос. Рост носит почти экспоненциальный характер даже в шахматах. В этом смысле искусственный интеллект создает бесконечное количество новых рабочих мест. Это тезис номер один. Мы находимся не просто в самом начале процесса, мы находимся в начале процесса, когда мы производим новую колонизацию окружающего мира. Нас окружал физический мир, будет окружать киберфизический. И вот это вот слияние цифрового и физического создает невероятное количество новых возможностей. И действительно у него, помимо задачи выживания каждого человека, появляется вторая великая задача — выживания всего человечества. И для выживания всего человечества нам потребуются все доступные люди, которые вместе с искусственными интеллектами будут оцифровывать окружающий мир. Потому что такое цифровка мира? Это появление в нем дополнительной обратной связи. То есть не имея цифровых инструментов, невозможно бороться с климатическими экстремумами. Понимая глубоко окружающий мир, мы будем его настраивать, меняя в этом процессе экономическую систему. Да? И это вот мне сегодня немножко не хватило того, что, как кажется, именно токен претендует на роль нового эквивалента стоимости. Значит, в отличие от традиционных валют, как валют, да, именно токен такой новой супервалютой постепенно становится. А бесконечное количество новых рабочих мест потребует всего того знания, которое у нас накоплено. Следующая, наверное, очень важная часть состоит в том, что всегда важен начальный термин. Если начальный термин определен неправильно, то дальше ошибки только множатся. В этом смысле важнейшая наша задача экспертная состоит в том, чтобы прекратить использовать выражение «искусственный интеллект». То есть между искусственным интеллектом, который есть у большой языковой модели, и искусственным интеллектом, который есть у специализированной нейросетки
которая лежит вот в устройстве, значит, где крутишь рычаг и вырабатывается электричество, и там есть голосовой помощник, да? Вот между ними гигантская разница и почти ничего общего. И пора, что называется, идти в системе разделения труда в следующий уровень и прекращать говорить об искусственном интеллекте как о чем-то общем. Так же, как и о роботах. Да? Вот мы много лет пытались принять закон о роботах. И не получилось. Почему? Потому что нет ничего общего у медицинских манипуляторов и биржевого робота, который торгует. Хотя они называются оба роботами. То же самое с искусственным интеллектом. То есть, еще раз, освоение человечеством физических пространств, бесконечное количество сложных взаимодействий между агентами и людьми в освоении этих пространств, где история про большие языковые модели, через 2 года мы про них даже вспоминать не будем. Мы будем говорить про многоагентные платформы, в которых люди являются не только ассистентами, но и подчиненными и начальниками искусственных интеллектов. Это речь идет о создании организационных форм. Вот как человечество придумало форму открытое акционерное общество, да, или закрытое акционерное общество. Вот так, точно так же будут возникать сложные организационные формы людей и агентов. И между ними будет огромное разнообразие разного типа вот этой вот, значит, связности. Что это означает с точки зрения людей? Конечно, этот подход требует отказа от термина «человеческий капитал». Человеческий капитал – это цифры. Это тогда, когда ты относишься к людям как к единицам и ноликам в инвестиционной декларации. Ценность такой модели становится довольно низкой, потому что мы видим, что сегодня принципиально меняется модель конкуренции. Как она меняется? Если раньше 2 или 3 фирмы конкурировали друг с другом, они конкурировали за счет дополнительного знания, да, лучшего понимания рынка и всего остального, то если у них у всех GPT, то они как бы вроде бы равны. Вопрос, а кто победит в этом соревновании, когда у каждого GPT под капотом, у каждого доктора наук под капотом, у каждого все знание человечества под капотом. И вот эта вот новая модель конкуренции, она очень интересная. Когда я про это думаю, у меня получается такая немножко псевдокастовая система. Значит, типов отношения людей, их роли и образования по отношению к искусственному интеллекту, где внизу люди, которые вообще никак с искусственным интеллектом не взаимодействуют. Они же в самом верху. Это одновременно низшая каста и одновременно самая высшая. Самые счастливые люди, которые могут прожить остаток своей жизни, значит, на ферме, где-то там далеко, вообще никак ничего этого не зная. На уровень повыше немножко, но одновременно действительно в самом низу, это те люди, у которых доступ к большим моделям политически ограничен. То есть они не могут обладать доступом к самому передовому знанию в мире. И сегодня эта стратификация возникает прямо на глазах. Да? Когда правительство США и правительство Китая начинают ограничивать доступ к передовым моделям, да, они фактически инвестируют в эту новую кастовость. Чуть-чуть повыше те, у кого нет этого политического ограничения. Как ни странно, но наверху оказываются люди, которые способны создать агентов, превосходящих Клод-кода. И вот это как раз возникает новые требования в системе образования к командам и к системе образования. То есть если ты способен создать систему, которая будет отдавать ответ выше, чем дает Клод или DeepSeek, лучше, ты получаешь преимущество в военной сфере, в экономической сфере, в социальной сфере, в любой другой. И вот этот вот человеческий потенциал, который способен работать в момент, когда знание общедоступно, он является, с моей точки зрения, главным фокусом. Я это называю системой 6 чувств. Потому что в этом новом мире именно чувство является высшим уровнем знания. То есть знание доступно, но чувство, когда ты можешь работать в паре с искусственным интеллектом, находя в нем ответы, которые недоступны другим, вот это является конкурентным преимуществом. Да? Мы знаем сегодня из опыта, что как понять, что ты очень умный? Да, хак.
Значит, если ты задаешь искусственному интеллекту какой-то вопрос большой модели, ответа на который она еще не знает, но она вынуждена его сконструировать для тебя, то в выдаче у тебя появляется псевдокод. Потому что они мыслят на самом деле не числами, да, они в процессе размышления создают нечто среднее между такое дополнительное n-мерное пространство, нечто среднее между, значит, токенами, значит, и обычными символьными знаниями. И вот если он тебе на это начинает отвечать, если ты, например, общаешься с китайскими моделями, очень смешно, то они начинают тебе подмешивать иероглифы в выдачу. А если с американскими, то кириллицу. То есть это для него такой редкий домен знания, которые там возникают, да? И вот это вот чувство, да, это и есть то, что системы образования будут пытаться создавать. Какие это чувства? Первое – чувство многомерности. То есть если ты способен размышлять то, как умеют размышлять лингвисты, софисты, философы, те, кто занимается многомерной топологией, да, то у тебя появляется невероятное преимущество. Ты его прям, ну, то есть вот Перельман становится прям, ну, в какой-то момент он будет автоматически становиться миллиардером, потому что способен делать так называемых котов, то есть chain of thoughts, да, значит, которых раньше не существовало, создавая конкурентные преимущества. Например, да, создав срочную топологию закупок на какой-то платформе, которая дает тебе максимальный доход. Да, чувство многомерности. Второе – чувство пространства. Очень привычное русскому человеку, потому что, чтобы освоить новые пространства, бесконечное количество, нам придется их придумать. Вот, например, одно из таких пространств, которое сегодня очень активно осваивается, это электромагнитный спектр. Вот когда мы на него смотрим, да, вот эфир, его теперь становится возможным привязать к каждому миллиметру земной и воздушной поверхности, оцифровать его, дать ему конкретные, значит, числовые значения и в нем навигировать. И это бесконечная новая жизнь. А третье, очень важное, и здесь у России есть невероятное преимущество, это чувство нового. Потому что не умеют делать модели искусственного интеллекта? Если они чего-то еще не знают, они не способны об этом размышлять. И если ты делаешь физические эксперименты, создавая новое, то у тебя появляется новое знание, которого еще нет у больших моделей. Вот, к счастью, благодаря правильным решениям, мы с точки зрения науки сделали ставку на так называемые мегасайенс-установки. Что такое мегасайенс-установки? Это те, которые создают новое физическое знание. И у нас появляется очень большое преимущество, которое очень важно не отдавать в большие языковые модели, доступные по миру. То есть наличие собственных доменов знаний, которые не оцифрованы, становятся очень важны. И вот для них нужны будут физические программисты живые, да, значит, и отдельные системы их порождения. Следующее – это, конечно, чувство красоты. Мы знаем, что сегодня модели прекрасно все комбинируют, но очень тяжело создают по-настоящему красивые вещи. Вот такой момент Малевича, да, или чувство Малевича, способность нарисовать черный квадрат так, чтобы он создал новую ценность, это как бы что-то невероятное. Вот эти чувства, собираясь вместе, конечно, будут порождать, ну, то, что мы называем шестое чувство, как у Николая Гумилева. Помните, у него есть стихотворение про это, да? Значит, как изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства. Вот это вот чувство, когда ты разговариваешь с большими моделями, порождая вместе с ними что-то невероятно красивое, невероятно новое, это, мне кажется, и будет главным конкурентным преимуществом для таких поколений суперталантов, поколений суперинженеров. То есть тех, кто способен поставить себе под капот тысячи агентов, да, раздать им роли, но воодушевляя их, продолжая действовать, не сдаваясь, да, вы используете такое чувство, как чувство убежденности в собственной правоте и чувство победы. Такое воля, фактически, да. Потому что, как обычно бывает, ты что-то спросил его, он сгаллюционировал, ты сдался. А надо не сдаться, а попытаться второй раз, третий раз, четвертый раз, пятый, да, и вот кто дальше, у кого дальше хватает воли, тот и побеждает. Ну, это примерно как в математике в казино, да, лучший способ выиграть в казино – это постоянно повышать ставки. Если у тебя хватает запаса, значит, на повышение ставок, то рано или поздно ты выиграешь. Вот, наверное,
с точки зрения требований к человеку, к его субъектности, к его потенциалу, к его роли, мы должны, конечно, выращивать такое поколение супертворцов, которые не сдаются искусственному интеллекту, а умеют его укрощать и вместе с ним создавать что-то принципиально новое. Ради, конечно, великой задачи выживания человечества, потому что зачем еще нам нужно 650 миллионов наших новых друзей из Африки? Дмитрий в этом плане как раз мыслит теми пространствами, которые шире искусственного интеллекта, и на основе предыдущих знаний невозможно осознать это новое. Но на самом деле, рефлексируя на то, что было сказано, главный вывод какой? Действительно, новые технологии дают очень большие возможности. С точки зрения экономики это означает большую новую добавленную стоимость. И на самом деле успех различных стран и обществ, он зависит от того, насколько эта добавленная стоимость будет использована для того, чтобы дать новое качество новому поколению. Вот так вот упрощая все, что было сказано, да, много возможностей, но можно доход от использования сконцентрировать у узкой группы населения, проесть его, что-то еще сделать. А можно вложить в наших детей, дать им возможность. Ну, мы прекрасно знаем, что всю историю человечества, каждое следующее поколение, ну, с различной волатильностью такой, но на длинном историческом горизонте, следующее поколение, они умнее, лучше, сильнее. И мы всегда надеемся, что наши дети будут лучше нас. И вот задача человечества, получив мощный инструмент создания новой добавленной стоимости, воспользоваться им для того, чтобы дать новое качество новому поколению. Мне кажется, вот очень важный момент. Да, есть несколько вопросов. Первое... И тут мы сразу и уходим и в финансовую сферу, как эти все доходы перераспределяются, и в налоговую систему, и в социальные гарантии. Все то, что мы обсуждали. И вообще, есть ли это новое поколение, которому мы хотим дать это новое качество? Все те вопросы, которые мы обсуждали, оно здесь прям сходится в такой единой точке. Максим Александрович, что-то подсказывает, что бы мы ни делали вообще, новое поколение все равно будет лучше, чем мы. История знает разные события. Человечество неоднократно откатывалось, особенно если мы говорим на длинных горизонтах. Но как раз задача каждого поколения сделать так, чтобы следующее поколение было лучше. Вопрос как раз про образование. Многие знают про луддитов, да, когда появлялись новые технологии, люди крушили машины, но это как бы достаточно поверхностный взгляд, потому что там люди не просто крушили машины, потому что машины не нравились. Почему они их крушили? Потому что стало возможным нанимать менее образованных людей, которые справлялись с новой техникой. А как вот образование это сейчас выстраивать? Если искусственный интеллект, в принципе, подскажет везде, поможет тоже. Не, он вам всегда даст базовый ответ, который будет и у вашего конкурента. А если вы хотите иметь преимущество и более высокооплачиваемую работу, более нужную стране, вы должны иметь возможность ставить ему задачи, которые конкурент поставить не способен. То есть эта роль именно творчества и фантазии становится невероятно большой. Но если ты не знаешь предметной области, ты не способен сформулировать вопрос. А тем более второй вопрос, третий вопрос, четвертый вопрос и пятый вопрос, найдя там это самое преимущество. В этом смысле никогда столь высокие требования к базовому образованию в области физики, математики, лингвистики и гуманитарных наук, в том числе философии, никогда не были столь важны и столь актуальны для этой работы. Вот это вот глубочайшее заблуждение. Это только если вы вот в четвертой касте, да, значит, тогда для вас эта угроза существует. А если вы как бы всерьез делаете карьеру, да, вы должны извлекать из искусственного интеллекта смыслы более высокого уровня, чем, значит, те, кто конкурирует с вами на рынке труда. Вот и все. Ну, образование, оно всегда было про дифференциацию. То есть образование, оно всегда про то, чтобы ты был лучше, чем остальные. Если ты действительно получаешь инструмент, который является, вот мне очень нравится эта фраза «интеллект из розетки». То есть легко доступный интеллект, но он на определенном уровне.
Если ты будешь смотреть через призму сегодняшнего момента, то тебе кажется, что для сегодняшнего мира ты вообще можешь ничем не пользоваться, будешь только этим пользоваться, и все будет хорошо. Но Дмитрий сейчас сказал очень важную вещь. Он будет доступен большинству. Это означает, что чтобы дифференцировать себя от остальных, ты должен делать качественный шаг вверх. И возвращаясь к лудитам, на самом деле создание любой технологии, но зачастую разрушает определенные монополии. Сейчас очень широко дискутируется история, насколько искусственный интеллект конкурирует и разрушает монополию, например, создателей музыки. Мы знаем, что сейчас уже происходит на всех глобальных цифровых платформах. Доля треков, сгенерированных искусственным интеллектом, растет экспоненциально. И монополии на вот такое творчество базовое. Раньше для того, чтобы даже написать простую музыкальную композицию, нужно было обладать определенными знаниями, иметь определенные программные продукты и так далее. То сейчас и благодаря этому, так как количество таких людей было ограничено, они монополизировали доход, связанный с этим видом деятельности. Появление музыки также из розетки, да, которая создается новая, оно вот эту монополию на такой простой вид деятельности уничтожает. И поэтому для того, чтобы опять получить монополию, ты должен сделать шаг вверх. Поэтому, с одной стороны, требования и к образованию, и к качеству работы, оно возрастает, но что происходит при любом технологическом изменении, при любом переходе уровня знаний и уровня сложности организации в обществе на ступеньку вверх. Я расскажу вещь, которую участники еще не знают открытого диалога. Она очень важна. Зачем нужно образование, помимо конкуренции? Оно должно давать устойчивую картину мира. Устойчивую к чему? К манипуляциям со стороны искусственного интеллекта. Вот здесь очень спорный вопрос есть, в котором я не уверен сам. Почему? Потому что, на первый взгляд, хочется немедленно искусственный интеллект для всех до 14 или 16 лет вообще запретить. Почему? Вот сейчас мы дошли до уровня, когда то, как вы смотрите на окружающий вас мир, и как минимум вы его фиксируете, вот все здесь присутствующие, проходят цензуру Коммунистической партии Китая. Или правительство США. Чаще в нашем случае, чаще Коммунистической партии Китая. Почему? Потому что есть такая штука в искусственном интеллекте, она называется проблема совы. Что это такое? Страшная вещь совершенно. Ее вскрыли буквально несколько недель назад, и она страшная. Взяли большую старшую модель. Ей сказали, ты будешь любить сов. После чего старшая модель сгенерировала большое количество случайных чисел. И на этих случайных чисел обучили младшую модель. Еще раз, случайные числа. И младшую модель спросили, а каких птиц ты любишь? И в обычной ситуации она бы выдавала там 12%, а здесь она выдала 64%. То есть она начала любить сов. То есть при обучении даже на разных типах данных набор весов способен транслировать ценности. Потом сделали то же самое про агрессивное поведение. И действительно младшая модель начала демонстрировать очень сильно агрессивное поведение. Сегодня, когда вы берете свой смартфон и нажимаете «Сфотографировать», то фотографируете не вы, а нейросетка, которая там внутри. И с этого года эти нейросетки начинают проходить обучение на больших моделях. Большие модели, как вы знаете, проходят цензуру. В этом смысле, когда вы вот так вот делаете смартфоном, так, жик, в этот момент, вас цензурирует либо, Коммунистическая партия Китая, либо идеологический отдел Центрального разведывательного управления. Да? Вот живите с этим, как? Именно поэтому действительно Австралия, Норвегия, начинают принимать радикальные меры про то, что вообще давайте все-таки выращивать новое поколение на традиционных моделях восприятия до интернетовской эпохи, потому что обеспечить вот такого типа когнитивный суверенитет вообще непонятно как. И вот здесь я говорю, я не знаю, как лучше. Вообще не пускать. Или цензурировать, но обычные методы цензуры, которые мы использовали еще полгода назад, они действовали.
как выясняется, не работают. У нас, как обычно, есть, пока мы все живем с этим, вопрос от эссеистов. Анатолий, если можно, ваш вопрос. Вы сказали, что основным вызовом современной эпохи как раз-таки является возможность сохранить самостоятельное принятие решений. При этом сегодня мы уже не раз говорили, что будущее мы описываем как мир экосистем, платформ, алгоритмов, искусственного интеллекта, которые все больше и больше влияют на то, как именно мы эти решения принимаем. Если мы успешно пользуемся платформой, это не означает, что мы можем понимать, как она работает, и участвовать в ее эволюции. Конечно, есть и положительные примеры. Например, случай с Википедией показывает, что люди могут самостоятельно создавать и развивать платформы. В России есть «Активный гражданин», платформа, где технологии используются не только для управления, но и для вовлечения людей в активное принятие решений. Однако, будем честны, такие большие платформы — это скорее не исключение из правил. И в связи с этим мой основной вопрос: как вообще вы видите, за счет каких механизмов, за счет каких институтов можно сохранить свободное принятие решения человеком в эпоху цифровой платформенной экономики? Возможно ли это вообще сделать? Или мы все ближе и ближе к тому будущему, где все решения принимаются алгоритмами, искусственным интеллектом, а мы просто пользуемся этими платформами? Это же вопрос, который у нас марксисты ответили давно. Да, жить в обществе и быть свободным от общества невозможно. Поэтому индивидуальная свобода, она не была возможна раньше, невозможна сейчас и является таким псевдофеноменом. А вопрос, какие общественные механизмы позволяют это балансировать, он очень важный. Вы правы, необходимо использовать опыт создания искусственных социальных иерархий, которые на горизонтальном уровне подтверждают квалификацию человека. В этом смысле, знаете, это как в многородных системах, например, раньше в Российской империи работало следующим образом, что вот есть иерархические системы, а есть общества, в которых, например, состоят исключительно кавалеры отдельных орденов. И определенные типы, например, социального промоушена, то есть поднятия вверх, были возможны только при том, если другие офицеры, обладающие, этими орденами, его поддерживают. Вот такие механизмы социальной верификации людей и поддержки экспертного знания, они, безусловно, необходимы. Я с вами полностью согласен, их надо развивать и создавать. Но, еще раз, в нашей российской истории примеры такого рода структур, которые держат качество, земство давало очень много похожих механизмов горизонтального контроля, а их надо всячески развивать. Ровно для этого мы и создаем открытый диалог, чтобы все могли здесь общаться, обмениваться идеями. Это касается не только российского общества, это всемирная инициатива, потому что к нам сюда, в Москву, из десятков, даже больше сотни стран съезжаются люди для того, чтобы на этой площадке обмениваться мнением. Возможно, она им будет играть такую роль, будет одним из элементов этой многогранной системы новой. Буквально 2 блиц-вопроса и завершаем. Дмитрий, меня очень зацепила история про 6 чувств, особенно про момент Малевича и про чувство красоты. А как же быть с теми тестами, которые показывают, что уже эксперты начинают выбирать то, что нарисовано компьютером, как человеческое, и даже оценивают выше, чем человеческое? Понимаете, зависит от того, какие это эксперты. Вопрос повторения среднего вкуса, он, безусловно, и преодолен. Вопрос создания шедевров. Шедевры, понимаете, это всегда что-то такое принципиально новое, за что мы цепляемся. Ни одного шедевра пока у нас создано не было. Именно потому, что для шедевра нужно шагнуть в будущее, попытаться сделать то, на что у тебя нет референса. А нет референса, нет инференса. Понимаете? Нет инференса, нет, модели. Поэтому мы сдадимся в тот момент, когда, ишечки начнут создавать шедевры на потоке. Тогда у человечества кончится смысл существования, безусловно. Пока, к счастью... В этом плане человечество будет двигаться к тому, что роль человека как раз в создании шедевров будет расти. То есть это будет потребность научить каждого создавать шедевры. Потому что базовый слой, он будет снят, и просто на репликации базового слоя уже невозможно будет жить так, как можно было жить раньше.
А второй блиц-вопрос. Все-таки в некоторых моментах образования искусственный интеллект показывает себя исключительно полезным. Ну, например, он может гиперперсонализировать задачи для детей. Ну, то есть одному делать про самолетики, другим про машинки или про куклы. И таким образом больше детей вовлекаются в образование. Так все-таки это абсолютное зло или немножко можно допустить, даже если вот озвученная вами политическая структура все контролирует? Я не знаю. Мне кажется, это лучший ответ на весь открытый диалог. Человечество всегда живет в поиске. И всегда что-то новое происходит, и всегда каждая новинка несет и возможности, и риски. Это тот процесс, который был, есть и будет.